Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан и Баран просыпаются очень счастливым утром, потому что Ферата выписывают из больницы. Они говорят хвалебные слова Барану Дилану и проживают моменты, полные любви. Ферат наконец покидает больницу, и его братья и отец встречают его у дверей особняка. Они крепко обнимают Ферата и желают ему всего наилучшего. Затем Ферат говорит: «Я очень счастлив, потому что я снова здесь, я больше не смогу увидеть особняк, я думал, что вы больше меня не впустите, я вас всех очень огорчил». Баран говорит, что этот вопрос закрыт, Ферат: «Никто больше его не откроет, мы семья». «Господин Кудрет, это ваш дом, дитя мое», и когда Ферат спрашивает, где мой отец, господин Кудрет расстраивается. В этот момент, когда приходит госпожа Азади, она обнимает его, говорит, что с ним все в порядке, и шутит. Когда Ферат говорит: «Вы уже несколько дней очень интересуетесь мной, я к себе не привык, я буду избалован, господин Кудрет избалован, мой сын избалован». Когда они вместе входят внутрь, Гуль говорит: «Пойдем в нашу комнату, тебе нужно отдохнуть». Ферат говорит: «Хорошо, Гуль, давай сначала заглянем внутрь», и заходит внутрь. Когда Ферат не видит Хасана, он кричит: «Дядя, разве он не звонил и не спрашивал несколько дней, или что-то случилось с моим отцом?» Когда Баран говорит: «Ничего, все в порядке», Ферат говорит: «Все равно это мой отец», и говорит, что очень скучает даже по рыбе в особняке. Когда Джихан спрашивает: «Ты не скучал по нам, ты скучал по рыбе», Ферат отвечает: «Нет такого, кузен, вы все меня раздражаете». Затем с помощью Ферата Гуля и Гэжи Кадер его отводят в его комнату. Господин Кудрет спрашивает: «Сынок, как мы можем сказать ему, что Ферат беспокоится о Хасане?» Дилан говорит, что трудно узнать, что тебя усыновили, такое чувство, будто земля уходит у тебя из-под ног, но лучше всего, чтобы он учился у тебя. Баран: Дилан прав, мы должны это сказать. Господин Кудрет: «Я тоже этого не выношу. Когда я говорю, что мой сын называет меня дядей, госпожа Сабиха говорит, что я чувствовала то же самое, что и вы, это очень тяжелое чувство, но отсрочка его усложнит работу и тратить свое время. У меня есть идея, как рассказать Дилану Ферату, она предлагает собрать воедино все свои воспоминания и фотографии о тебе, и давай поговорим, глядя на них». Господину Барану и Кудрету эта идея очень понравилась. «Тогда вечером мы все объясним брату Ферату», улыбается Джихан. Когда Ферат приходит в его комнату, он говорит: «Как я все пропустил, думал, что больше никогда не смогу войти в эту комнату». Госпожа Кадер оставляет Гуля и Ферата одних. Хотя Ферат хочет обнять Гуля, ему становится больно, и Гуль волнуется. С этого момента Ферат: «Ничто не сможет легко причинить мне боль. В тот день я был вдали от этого особняка и своей семьи. Тогда посмотри, что они простили меня и взяли к себе». Он говорит: «Я почти рад, что меня застрелили. Я впервые почувствовал себя частью этой семьи, как Коробей». Они снова обнимаются, говоря: «Гуль, ты всегда был таким, всегда Коробей». Пока Ясмин, Цеври и Харун говорят о том, что они слишком долго затягивали эту ссору, приходит Харун, и Ясмин встает, говоря, что дела накопились. Пока госпожа Азади расстроена в саду особняка, перед ней внезапно появляется Хасан. Когда госпожа Азади спрашивает: «Почему вы пришли?», она отвечает: «Я пришла поговорить с Хасаном Бараном, если Ферат узнает правду, он не оставит меня в живых». Когда госпожа Азади злится и говорит, что вы, как всегда, снова думаете о себе, Хасан говорит, что сделает все возможное, чтобы не дать Ферату узнать правду, и заходит внутрь. Госпожа Азади кричит Хасану и говорит, что не старайтесь напрасно, Ферат научится так же, как все остальные. Пока Дилан и Баран пытаются найти воспоминания о Ферате, Баран хочет, чтобы Дилан не утомлял себя. Когда Дилан выходит из кабинета, Баран говорит: «Не утомляй себя», Дилан улыбается, говорит: «Хорошо», и уходит. Ясмин: «Харун простила бы меня, только если бы я не умер», говоря это, Чеврош обжигает руку.
Харун в панике тут же бросается ей на помощь. Когда Цеври говорит, что она тоже расстроена из-за тебя, но это ей не безразличен, Ясмин улыбается и говорит: «Думаю, так и есть». Пока Дилан собирает воспоминания Ферата в кладовой, он просит помощи у Гуля и Гэжи Кадер. Они находят косы, которые госпожа Айтон связала для Ферата, когда она была беременна, а когда узнали, что она умерла, они узнали, что она оставила их в сундуке, не прикоснувшись ни к одной из них. Затем они находят игрушку, которую господин Кудрет оставил незавершенной, поскольку узнал, что тот умер. Он приходит к Хасану Барану и говорит: «Нам нужно серьезно об этом поговорить. Я пришел обратиться к тебе с просьбой, как к твоему дяде». Беран говорит, что у тебя нет лица, как ты смеешь чего-то хотеть. Хасан говорит, что Ферату не следует узнавать правду. Баран Ферат отвечает: «Мой брат всему научится». Хасан: «Твой отец узнал, он не остановился. Когда Ферат узнает, он тоже не остановится». Ферат входит в учебную комнату. Хасан притворяется счастливым и хочет обнять Ферата, но у него болит рана. Ферат доволен, когда Хасан говорит: «У меня в этой жизни только один сын, и я его тоже чуть не потерял». Когда я спрашиваю, что это такое, что я не остановлюсь, когда это услышу, Хасан тут же вскакивает и говорит, что на пуле, которая в тебя стреляла, была написана буква «Ф». Какой бы ни была работа этого подонка Джавахира, я позвоню в страну и позволю, они знают, они интересуются ситуацией с Фератом и уходят. Затем Ферат спрашивает Барана, правда ли это, кузен, и Баран подтверждает, что это правда. Пока Ферат рассказывает об ожидаемых действиях Джавахира, приходит Гуль и говорит ему, что ему следует пойти в комнату и лечь спать. Когда Баран Гуль говорит, что он прав, отдохни еще немного, а потом мы сможем вместе прогуляться, Ферату нравится эта идея. Когда Ясмин говорит Цеври, что Харун должен простить меня, если со мной случится что-то плохое, Цеври злится на нее. Когда Дилан показывает Гану Кудрету то, что она нашла о Ферате, господин Кудрет плачет и объясняет, насколько опустошенной и грустной была госпожа Айтон, потому что он думал, что Ферат мертв, и что он никогда не забывал ее. Дилан опечалена услышанным и плачет, и когда она уходит, к ней приходит Беран. Когда Баран сообщает господину Кудрету, что Хасан вернулся, тот кричит: «Что ты скажешь, сынок, с каким лицом ты вернулся?» Отец Барана говорит: «Успокойся, давай сначала все объясним Ферату, а потом посмотрим, что делать». Господин Кудрет убежден и предлагает Барану: «Мы пойдем гулять с Фератом, ты тоже должен пойти». Когда Беран приходит к Дилану и спрашивает, в порядке ли он, Дилан отвечает: «Я больше не мог этого терпеть, мне очень жаль, через что прошла твоя мать Эйтон». Затем Дилан кладет воспоминания Ферата в коробку и показывает ее Барану. Когда Дилан спешит ужинать, Беран спрашивает: «Ты очень устаешь, скажи мне, детка, твоя мама устает». Затем, когда Беран говорит: «Послушайте, наш ребенок говорит, что он устал», Дилан говорит, что он преувеличивает, как и его отец. «Дилан, ты говоришь мне, но ты слишком устал, ты говоришь, иди спать до ифтара», Баран говорит: «Нет, пойдем гулять с моими братьями и отцом». Пока они идут, Джавахир наблюдает за ними издалека и становится всеосведомленным. Джихан берет Ферата за руку, и они идут, приятно болтая. Дилан Гуль болтает на кухне и говорит Гулю, что все будет хорошо, и поднимает Гулю моральный дух. Пока госпожа Азади расстроена в своей комнате, Дилан и другие дамы готовятся к вечеру на кухне. Баран и Дилан переставляют коробку. Когда Дилан говорит, что все готово, Баран говорит, что все, что остается, это поговорить с Фератом и рассказать ему. Дилан говорит: «Не волнуйся, завтра будет намного лучший день». Когда все подходят сесть за стол, Хасан собирается сесть, но господин Баран и Кудрет не позволяют ему сесть. Когда Ясмин звонит Харуну и говорит, что, по моему мнению, в магазин ворвался вор, Харун в панике убегает. Когда Карабеи все вместе сели за стол, Ферат увидел еду и сказал: «Сколько усилий вы вложили в нее». Гуль говорит, что мы сделали это для того, чтобы ты вышел, Дилан работал больше всех.
Затем, когда Ферат спрашивает, почему Гэжи Азади и Хасана нет за столом, Гуль отвечает, что у нее есть работа. Когда Ферат спрашивает, дома ли он в это время, Джихан меняет тему, чтобы у нас была проблема с поездкой и поехали как можно скорее. Все за столом сосредоточены на Ферате и проявляют интерес. Когда Харун приходит в магазин, он видит, что все разрушено, и ему очень страшно, он тихо входит, берет в руку палку и начинает осматриваться. После ужина, когда все сидят в гостиной, Ферат спрашивает, насколько тихо, когда моего отца и бабушки нет рядом, но почему ты такой тихий? Когда господин Кудрет говорит, сын мой Ферат, мы хотим поговорить с тобой о чем-то важном, Ферат улыбается и говорит, я знаю, ты скрывал это от меня в больнице. Врачи сказали, что мне осталось очень мало дел. Живи, и ты пытаешься мне это сказать. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.